Доброго всем дня! Сегодня у нас 10 августа 2023 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. И мы приехали с Амираном на занятия. Пока Амиран сейчас пошел заниматься с Леной, у меня есть 10 минут, чтобы с вами поговорить. Так что касаемо погоды, у нас сегодня солнышко, прекрасная солнечная погода. Там, где я обычно снимаю на фоне кустава. Сегодня пришел газонокосильщик, и в общем я не смогла. Я посидела, думаю, может быть уйдет, может быть не уйдет. Нет, все-таки не смогла я на своем любимом месте, на своей любимой лавочке вам снять ролик. Слишком шумно от газонокосилки. Погода отличная, не жарко. Что касаемо обстановки, были воздушные тревоги ночью. Я вообще не помню ни одной ночи за последние 1,5 года без воздушных тревог. Воздушные тревоги на постоянной основе. Слава богу, прилетов я не слышала. Сейчас вам скажу очень важную новость для меня, которая очень меня расстроила. Нора и Норин класс, Норина школа не будут заниматься, не пойдут заниматься. У них будет онлайн обучение, так же как было 1,5 года. Вчера я написала учительнице: скажите, дети пойдут в школу. Она написала нам, что нужно пройти медкомиссию. Я думаю, отлично, значит, дети пойдут в школу. В общем, когда я написала, дети пойдут или будет онлайн обучение, она написала, будет онлайн обучение 100%. Наша школа, кто не в курсе, она подверглась, рядом с ней был очень сильный прилет. Не просто прилет, а это была такая мощная ракета. А может даже не ракета, в общем, я не буду это судить. Суть в том, что у меня это видео есть на канале, я снимала, какая была школа разрушенная. У нее там и, естественно, повылетали окна, и частично с перекрытиями была проблема, и ладно. Я так понимаю, что школа у нас пока что не в том состоянии, чтобы туда идти. В общем, она требует ремонта, требует вложений, требует... Мы в школу не пойдем, у нас будет опять онлайн обучение. Поэтому, кстати, наша школа, вот эта вот многострадальная, у нас 4 поколения всей нашей семьи. И моя бабушка туда ходила, и бабушки мужа ходила, бабушка мужа ходила, и родители мужа, и мой муж, и, в общем, Нора. Вот так вот. Из нашей школы сделали 9-летку несколько лет назад. А так она была, там всегда было 11 классов в последние годы. А так сделали 9-летку. Я не помню, это случилось или 3 года назад они так решили. И я думаю, что Нора уже в эту школу не пойдет никогда. Потому что ей осталось закончить 8-9 класс, и скорее всего это будет онлайн. Я очень расстроена. Что я очень расстроена, не сказать ничего. Я надеялась до последнего. То, что так как рассказывали, так как показывали, что дети обязательно пойдут в школу, это будут какие-то бомбоубежища, либо это будет метро. Нет, мы в школу не идем. Может быть, кто-то идет, но мы нет. Это уже 100% информация. Мы еще об этом с вами поговорим. Я думаю, еще будет и 1 сентября, и подготовка к школе. В общем, к этому вопросу мы еще вернемся. Что да как будет, я обязательно вам буду показывать, освещать на своем канале. Поэтому не забывайте подписываться, чтобы быть в курсе всех последних событий нашей жизни в Харькове в 2023. Не забывайте под роликом ставить лайк, кстати. Когда напоминаю, тогда ставите. Еще очень такой вопрос, душетрепещущий для некоторых людей был. Очень часто вы пишете под видео: расскажи о своих родителях. Расскажи о родителях, где родители, родители выехали. Мои родители никуда не выехали, не выезжали ни разу за все время войны. А мои родители были в Харькове и сейчас пребывают в Харькове. Я общаюсь с ними, все хорошо, мы в нормальных отношениях. А маму вообще я вижу очень часто, несколько раз в неделю. Поэтому все хорошо, просто
Не все хотят сниматься на видео. Людям кажется, что если у меня канал, то мы будем сниматься всей семьей, и это будет какая-то Санта-Барбара. Нет, ребята, не всегда так бывает. Я, конечно, понимаю, что есть каналы, где люди снимаются от новорожденных детей, заканчивая прабабушками, но у нас, наверное, не та ситуация, тем более учитывая обстановку. Что касаемо моей бабушки, тоже было очень много вопросов, когда я рассказывала, что у нее разрушен дом, там, где она жила и выращивала овощи, фрукты. У нее очень много было всего. Очень всегда много она каждый год все консервировала, каждый год делала малинку, клубничку, огурчики, помидорчики, перчики, баклажанчики, кабачочки. В общем, это все делалось. Но, естественно, сейчас это все невозможно. Где же находится моя бабушка? Моя бабушка находится на Салтовке. И живет она там, не выезжая всю войну. Весь 2022 год, весь самый страшный год, моя бабушка была на Салтовке. В Харькове, на нашей многострадальной Салтовке. Ну и что я вам... Я не знаю, тоже некоторые люди думают, во-первых, почему бабушка? Бабушка не захотела никуда ни спускаться, ни, естественно, эвакуироваться, потому что в таком возрасте, в каком она находится, уже люди хотят быть у себя дома. Она ребенок войны. Когда началась Великая Отечественная, ей было 7 лет. Она была с мамой и с 2 своими братьями. Они ощутили на себе весь ужас той войны. И голод, и холод, и бомбежки. И в погребе сидели. И, в общем, я помню прекрасно рассказы с самого детства своей бабушки, что же им пришлось пережить ту войну. Ну и сейчас, кстати, ее отец не вернулся с войны. Он ушел на фронт, вот 3 деток было, включая бабушку, и он с войны не вернулся. Бабушка еле смогла, вернее, ее мама, моя прабабушка, еле смогла сделать, чтобы 3 детей выжило, 2 мальчика и девочка. Они все выжили. Ну, конечно, было ей очень тяжело, учитывая все. И сейчас, ну что сейчас? Сейчас она на все это смотрит и не понимает, как такое может быть. Вот не понимает человек. Человек, который, вот представьте, человеку через несколько лет будет 90 лет, и человек не понимает, как такое вообще может быть, то, что происходит. Ну и я ответила, думаю, исчерпывающе на ваши вопросы, кого интересовали мои родные. Может быть, кто-то, допустим, не знал каких-то вот таких вот подробностей, потому что мне очень часто люди пишут: а поедь-ка ты на Салтовку, а ты знаешь, что на Салтовке. Ребят, да все я знаю. Ну что вы хотели? Чтобы моя бабушка стримила с балкона прямые эфиры, когда были обстрелы Салтовки, да? Ну, и такое возможно было сделать. Поэтому не забывайте, еще раз говорю, поставить лайк, хоть это бывает и сложно под видео. Всем хочу пожелать хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что кто бы что ни говорил, все войны заканчиваются миром.